Rixos Sungate – это популярный отель, расположенный в 45 километрах от аэропорта Анталия в местечке Бельдиби, района Кемер, на берегу Лазурного Средиземного моря. Отель славится своим уникальным детским клубом, профессиональными спортивными программами, а также классными вечерними шоу и ночным клубом под открытым небом. Но в этом видео я хочу рассказать, почему не стоит ехать в этот отель, и назову 5 основных причин. А сейчас не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. This is the way. И мы начинаем. И под номером 1 – питание и его организация в отеле. Начать хочу с того, что Rixos Sungate при полной загрузке включает в себя до 2500 человек. Отель располагает всего 2 основными ресторанами. А теперь представьте, что все эти люди одновременно приходят на завтрак, обед и ужин. Огромные толпы людей, шум, полное ощущение, что вы находитесь в какой-то столовке. Сотрудники просто не справляются, и очень часто вы видите такую картину, как пустые тарелки. А ведь отель располагает очень классными зонами на свежем воздухе, находящимися непосредственно вблизи основных ресторанов. И если бы отель использовал эти локации, то это позволило бы разгрузить основные рестораны, и вдобавок гости получили бы комфортные аутдор-зоны. Только посмотрите, как уютно они выглядят. Да это место просто создано для романтического ужина или вечера в компании близких и друзей. Еще одним решением вопроса было бы включение большего количества а-ля карт ресторанов. К примеру, этой весной мы посетили Доминикану, гостиницу Grand Bavara Princess. Ссылку на его обзор вы можете увидеть в описании к этому видео. Так вот, этот огромный отель, вмещающий в себя до 5000 гостей, абсолютно не имел проблем с нехваткой мест в ресторанах, так как посещение 10 а-ля карт ресторанов было включено отелем в концепт, и гости равномерно распределялись по ним на ужин. А так как а-ля карт рестораны предполагают временное бронирование, то это и позволяло снять нагрузку с персонала и давало ему возможность предоставлять более качественный сервис всем гостям. Ну, в общем, прописные истины. Номер 2. Пляж и его оборудование. Несмотря на то, что Rixos Sungate находится в очень живописной бухте, пляж не вызывает особо ярких позитивных эмоций, и виной тому старое оборудование. Шезлонги уже очень сильно использованы. Шатры, которые в принципе являются удобными, особенно для семей, так как вместе можно поместиться, уже проржавели местами. Песок на пляже больше напоминает пыль, а неустроенность некоторых частей пляжа просто вызывает удивление. Вот посмотрите, как на коляске можно здесь спуститься. Это, в принципе, невозможно. И несмотря на то, что в спокойную погоду вода кристально чистая и очень приятная, вход в воду затруднен из-за большого количества скользких камней, о которые можно очень легко пораниться. Поэтому без специальной обуви просто не обойтись, особенно если с вами есть маленькие дети. А под номером 3 номера категории «Стандарт» в основном здании. Несмотря на то, что отель прошел реновацию, эти номера остались без внимания, и их состояние немного удручающее. Кроме этого, звукоизоляция оставляет точно желать лучшего, и если, по вашему счастью, вы будете находиться в зоне ночных развлечений, то бессонная ночь вам гарантирована. А кроме того, посмотрите на вот этот шедевр. Именно так выглядит ваш подъем в номера. То есть, если вы с ограниченной мобильностью или с ребенком, это будет просто супер квест. Также стоит отметить, что номера именно этой категории наиболее часто включаются в пакетные туры от туроператоров. Номер 4. Система бронирования мастер-классов в детском клубе.
Было очень необычно в 2023 году обнаружить ручную систему записи, когда вы должны отстоять длинную очередь, чтобы записать своего ребенка на мастер-класс. И по итогу получить обрывок бумажки, на котором будет записано время вашего мастер-класса, что занимало огромное время и у родителей, и у сотрудников детского клуба. А ведь куда проще же было сделать такую систему онлайн, чтобы родители видели свободные слоты и могли спокойно записать своего ребенка. Номер 5. И, наконец, вишенкой на торте является стоимость тура в этот отель. При всех перечисленных мной в этом видео недостатках, я считаю, что стоимость является завышенной. Очевидно, что в данный момент отель проходит изменение концепции с более молодежной, активной, на спокойную, респектабельную, более дорогую концепцию семейного отдыха. Судя по всему, компания пытается изменить концепцию отеля и сделать его более респектабельным, лакшери, более комфортным. Но в данный момент этого еще не произошло. Процесс еще не завершен, и это вносит свои неудобства. Именно поэтому я считаю, что на данный момент цена не соответствует предоставляемым услугам. Но если вы спросите меня, приеду ли я в этот отель снова, то, несмотря на все существующие недостатки, возможно, я отвечу «да». Возможно, потому что сеть отелей Rixos является одной из моих самых любимых. И мы действительно провели здесь очень классное время всей семьей. А если вам интересно посмотреть, что же такого уникального есть в этом отеле, то я рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы не пропустить одно из моих следующих видео, в котором я планирую показать наш отдых здесь. И на этот раз я постараюсь раскрыть, что же такого уникального и интересного есть в этом отеле. Что делает его таким популярным и почему такое огромное количество гостей ежегодно посещает его, несмотря на все существующие недостатки. А с вами была я, Светлана Сильвер. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!